Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня действительно неожиданная и очень приятная встреча. Совсем недавно, 13 числа, в Москве состоялась церемония 10-я по счету, юбилейная, вручение премии за достижения в малой энергетике, в малой распределенной энергетике, если точнее, которую учредила Ассоциация малой энергетики. Я рад приветствовать руководителя этой ассоциации Максима Загорного. Максим, добрый день. Да, очень приятно. При- Добрый вечер. Представляете ваших спутников. Это Хорошо. Да, мы сегодня собрались как раз после проведения нашей премии для подведения итогов. И сегодня у нас присутствуют руководители, два передовых направления. Это два лауреата премии, две компании, которые представили очень интересные работы. Это компания «Система Техника» и компания H2 «Чистая энергетика». Ну, давайте я пару слов скажу о премии. Премия действительно вручается уже 10-й раз, юбилейный. Должен был быть номер побольше, но ковид и прочее безобразие, которые не дали возможности. Лично я всегда присутствую, если есть возможность, на церемонии вручения. На мой взгляд, это, наверное, самое живое, что у нас в энергетике есть. Люди, которые занимаются распределенной генерацией, малой генерацией, они не сталкиваются с какими-то монстрами, какими-то огромными электростанциями, которые требуют тысяч согласований, потом проведения миллионов километров линий электропередач, подстанций. Это люди, которые обеспечивают энергией тех, кому это непосредственно нужно, кто не хочет ждать долгих процедур согласования, технического присоединения и так далее, а работать надо. Не ждать несколько лет, пока все это будет согласовано сначала с Министерством энергетики, потом с местными властями, с системным оператором, с Россетями и так далее, Просто хочется работать. И эти люди, что мне приятно, они намного менее связаны всевозможными циркулярами, какими-то многосложными регламентами работ. Они просто творят и воплощают то, что сделали. И мне кажется, что у малой энергетики России, с учетом того, что у нас происходит в большой энергетике, будущее большое. И мне кажется, я очень надеюсь на это, что оно будет динамичным. Мы все знаем, какие сложности возникли у нас в объединенной энергосистеме Юга этим летом, что у нас происходит на Дальнем Востоке, на юге Сибири. Понятно, что Министерство энергетики старается разрабатывать схемы и программы развития, комплексную энергетическую стратегию. Мы ждем генеральную схему утверждения размещения новых объектов генерации до 1942 года. Но это все большое. И с какой скоростью будет происходить, сказать сложно. А электроэнергия и людям просто в жилых домах, и малому, среднему бизнесу нужна сейчас, а не потом. И поэтому всегда как-то, здесь кипит жизнь, здесь происходит многое интересное. Я правильно понимаю или неправильно? Как у вас отношение к министерству и к тем, кто приходит на премию? Смотрите, у нас малая энергетика, она выжила. То есть 10-я премия говорит о том, что за этот период времени мы не только не пропали, не исчезли, мы какое-то определенное свое место под солнцем нашли, энергетическим нашим солнцем в нашем энергохозяйстве России. И, откровенно говоря, люди, которые занимаются малой энергетикой, это энтузиасты, это люди очень активные, они полны энергии движения. И самое главное, что эта вся малая энергетика развивается за собственные средства. То есть у нас нет особенно каких-то поддержек, поэтому вынуждены самостоятельно объединяться в ассоциации, проводить такие премии, обмениваться опытом и, соответственно, двигать, я бы сказал, определенные интересные направления в развитии энергетики. Это удаленная энергетика, мы решаем вопросы. И вообще, что есть интересного, нового, недорогого, с короткими сроками реализации, это все малая энергетика, и это наша работа. То есть мнения у нас совпадают. Там, где рано или поздно придет большая энергетика, людям работать, жить нужно уже сейчас. Поэтому тех, кого я вижу на вручении премии, это такая живая инженерная конструкторская мысль. Она в развитии, ее не держат какие-то рамки. И то, что удается реализовать все, что придумывают, конструируют, это просто здорово, на мой взгляд. Здорово. Я хотел, знаете, что еще добавить. Все-таки у нас эта премия, она проходит на такой общей площадке, где собираются конкуренты. И премия интересна тем, что
на этой площадке мы, ну, скажем так, мы и другие тоже компании, они друг друга фактически дополняют. Тот опыт, который они приобрели, этим опытом они делятся друг с другом. То есть, и в целом совместно мы поднимаем общий уровень инженерии, ну, в области малой энергетики. Вот. И более того, то есть у нас также интересные работы от наших институтов, это разработки наших ученых, которые, компании, которые занимаются малой энергетикой, то есть могут монетизировать и могут помогать этим разработкам, значит, скажем, развиваться и дают им путевку в жизнь. Вот. К сожалению, печалит у нас отношения с нашими Россетями, как всегда, то есть, да, почему-то антагонизм жесткий со стороны Россетей. Вот. Мы с ними все очень хотим дружить постоянно. Вот. Приглашаем также наши премии, хотим их видеть. Вот. Потому что мы с нашей стороны, вот, как малая энергетика, то есть мы считаем, что мы фактически дополняем или заполняем те ниши, которые сегодня не заняты, то есть, да, по каким-то различным причинам. Это может быть экономика, это может быть удаленная какая-то энергетика. И мы, конечно, хотели бы работать в синергии и с большой энергетикой, с нашей в синергии работать, потому что, повторюсь, то есть у нас очень короткие сроки запуска, как вы правильно заметили, особенно касаемо удаленных территорий, и мы можем быстро, оперативно, недорого снимать какие-то проблемы энергетические, которые могут быть. Конечно, в последующем туда придет большая энергетика, разовьются там сети, то есть вот. Ну, а до этого как людям жить? Чтобы та или иная территория могла развиваться, электроэнергия нужна всегда. Ну и на всякий случай, вот вернусь к премии, было 6 номинаций в этом году, с вашего позволения зачитаю. Лучший проект малой распределенной энергетики мощностью до 5 мегаватт. Первая номинация, вторая совершенно понятно, совершенно логично. Лучший проект малой распределенной энергетики мощностью выше 5 мегаватт. Третий проект — возобновляемая энергетика, накопители, электротранспорт. Нам об этом много рассказывают, но кому-то надо и делать, а не только рассказывать. Поэтому премия, на мой взгляд, действительно была нужна. Четвертая номинация — отечественные разработки в сфере малой распределенной энергетики. Очень похоже на номинацию за номером 6, но немножечко все-таки отличие имеется. Научно-исследовательские работы в сфере малой распределенной энергетики — это не одно и то же. Разработка и научно-исследовательские работы — это немножко разные вещи. Ну и, безусловно, в каком мире живем, инвестор года в сфере малой распределенной энергетики. Ничего не забыл? Были еще, по-моему, специальные. Да, вы все правильно сказали, но самое главное, что у нас было очень большое жюри в этом году, включая также международных экспертов. То есть, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. То есть, да, у нас приехали международные эксперты, у нас принимали, значит, участие профессоры, то есть, с учеными степенями из Китая, с Арабских Эмиратов. Вот, они оценили наши работы, и, скажем так, ряд работ им очень понравился. То есть, вот. И здесь хотел отметить, что жюри у нас очень авторитетное, это академики наук, вот, это и ректоры, это, значит, заведующими кафедры, люди с большим опытом в области энергетики. И у нас были очень жаркие споры, значит, когда мы обсуждали призовые места, обсуждали работы. Вот, даже такая шутка была, хорошо, что в некотором смысле у нас некоторые эксперты работали на удаленке. Вот. Да, тогда обсуждение споры были очень жаркие. То есть, но, тем не менее, отмечались именно те работы, которые были инновационные. То есть те работы, которые бы нашу малую энергетику, ну, значит, толкнули вперед. То есть ее подвинули вперед. Толкаться нехорошо. Толкаться нехорошо. Расскажите о ваших спутниках сегодняшних? Пару слов. Я буквально пару слов, да, передам им, соответственно, слово, чтобы они более подробно про свои работы интересно рассказали. Значит, компания «Системотехника» у нас участвовала в номинациях по программному обеспечению. У них больше. Ну, вы больше подробно, да, расскажете. То есть я в целом, значит, вот. И, ну, и, соответственно, значит, компания Enelt, их суперразработки в области водородной энергетики. То есть, вот, давайте это дам. Энергетика водородная, но малая. То есть речь не будет идти о громадных электролизерах, которые выплевывают миллионы тонн водорода, осушая ближайшее озеро. У нас речь идет о малой распределенной, дрессированной, удобной, комфортной. Правильно понимаю? Малое, но в больших количествах получается, да. Мы как H2 чистая энергетика, мы
одни из немногих компаний в стране, которые занимаются проектами в области именно водородной энергетики. Почему одни из немногих? Потому что вот это любимый вопрос у нас, зачем нам водород, когда у нас есть газ, есть уголь, чего у нас только нет, у нас есть солнце, ветер, вода и так далее, и тут еще какой-то водород, зачем он нужен, и в принципе мы всегда можем обойтись дизель, да, и мы всегда можем обойтись любым другим видом топлива, но тем не менее, безусловно, мы используем там в своей деятельности и другие источники, но оказывается, что есть уже сейчас есть ниши, есть потребители, для которых как раз использование, вот как мы, например, предлагаем использование водородных топливных элементов, не только как бы является таким интересным кейсом с точки зрения того, попробовать какую-то новую технологию, но и вполне себе экономически оправдано, даже, как вот Максим Александрович в самом начале сказал, даже без каких-то глобальных средств поддержки. А средств поддержки ровно поэтому и нет, потому что как бы зачем нам это? И мы, честно говоря, вот такими проектами как раз и пытаемся всем пояснить, что, ребята, у нас есть и другие возможности. Не надо зацикливаться только на давно существующих, там, например, дизелях. И в дизеле это наше все, и мы заложники дорогого привозного дизельного топлива, особенно там, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и так далее. И потом мучительных размышлений, куда деть эту бочку. Это да, это отдельная история, вот она постоянно стоит в стороне, но это тоже один из вопросов, которым надо заниматься. Но самое главное, когда у тебя дизель стоит там 80, 90, 100 рублей и дальше, у тебя всегда есть экономически обоснованное желание сделать какую-то там более эффективную историю. И здесь, честно говоря, пока вот кроме там возможностей сетевого строительства, строительства каких-то других источников генерации, никто ничего не придумал, но а если этого нет? Ну вот на удаленных, например, территориях, о которых мы говорим, или там изолированных, а у нас, несмотря на то, что единая сеть, в стране огромное количество так называемых изолированных зон, и в европейской части они есть, вот, тем более Дальний Восток, и Арктика, и так далее, они исчисляются тысячами в количестве. И здесь появляется альтернатива, то есть у тебя может быть сеть, например. А что делать, если у тебя сети нет? Ну, тогда у тебя стандартный дизель. А что делать, если у тебя дизель дорогой? Ну, что, платить, что, как обычно. Мы стараемся показать, что нет, это не так. Более того, дизель же нужен и в качестве резервного источника, и как обязательно. Причем он автоматически подразумевается как резервный, потому что когда мы говорим, что нам нужен резервный источник, все сразу автоматом подразумевают, что это дизель. Мы говорим, нет. А сейчас появляются другие технологии. И вот одной из таких резервных технологий возможных является, например, использование водорода в качестве источника топлива. Единственное, что всегда сдерживает, это любимый вопрос, а где его производить? А где его хранить? И где его хранить? Так это же как его возить? Кто-то должен что-то же сделать, тогда у нас же этого всего нет. И мы постарались ответить на вот все эти вопросы, и разработали продукт, который назвали комплекс водородного электроснабжения, который как раз из себя подразумевает вот все ответы на все эти вопросы в сборе. То есть это, я, к сожалению, вот вынужден руками водить, но постараюсь вот руками. Это ящик, в данном случае это... Не, ну вы знаете, как с этим бороться, надо будет прийти еще раз в студию, собрать с собой все замечательные слайды, чтобы показать все это, как выглядит. Видео, да. Вот. Но сегодня ознакомительно, да. И логика, она ровно в этом. То есть первая фишка, которую мы сделали, это то, что, помимо самого водорода, это то, что он производится непосредственно в том месте, где он потом потребляется. То есть мы ушли от задачки, как его куда-то транспортировать. Это стандартный вопрос, который касается всех больших систем, малых систем, потому что если способов производства водорода большое количество, то вот способов его транспортировки гораздо меньше. И все стараются уйти от этого. А мы как раз и сделали вариант, при котором водород производится непосредственно на том месте, где он потом потребляется, из сети, которая тоже есть. То есть логика в следующем. Когда в данном случае мы ставим вот эту систему, которая включает в себя и систему хранения, и водородный топливный элемент, и небольшую литий-ионную батарейку, как первичный источник тока на самом деле, как мгновенный источник тока.
Вот. Все, электролизер, воду, подготовленную воду, все это и еще там ряд определенных там, технических элементов. Ну, Всё система водоподготовки тоже на месте, электролизер на месте. От чего запитывается электролизер? Электролизер запитывается от той сети, которая есть. От местной. Вот опять же. в этом как раз привлекательность истории с резервным источником, там, где уже есть сеть, но там, где он должен быть. Это, например, касается, не знаю, вот мы в данном случае взяли в качестве объекта это вышку сотовой связи, то есть это порядка там 4-5 киловатт. Но то же самое это для любых объектов, в которых просто требуется резерв, но при этом есть, вот как, например, в этом здании, система там, электроподачи. Это там все социальные объекты, да и не только. Да, любая, Ну, там, и на самом деле вы коснулись вышек сотовой связи с учетом количества новых дорог, которые необходимо обеспечить интернетом, это большая. Это правда. И в камер фото-видеофиксации, и всего, что с этим связано. И вот представьте себе, у вас объект постоянно подключен к электросети, и, соответственно, резервная система не нужна. Но в тот момент, когда сети, электроэнергии нет, по каким-то причинам сеть отключается, у вас, соответственно, начинает работать, вот, в первую очередь, от батарейки мгновенное подключение. Это важно, потому что дизель постепенно раскручивается. Здесь мгновенное подключение от батарейки выдается необходимая мощность. Батарейка заканчивает работу, начинает работать водородный топливный элемент, в который с системой хранения начинает вырабатывать электроэнергию. И вся эта система работает в зависимости от объема системы хранения. Ну, вот мы, например, сделали там, на 8-9 часов, этого, как правило, за глаза хватает для того, чтобы покрыть все возможные там, риски, связанные с отключением потребителей. А дальше происходит следующее. Как только сеть обратно появляется, она у вас питает не только саму вышку, но и, соответственно, поступает электроэнергия в электролизер, который заново питает источник, систему хранения. И фактически эта история становится своего рода возобновляемой. То есть вы вообще уходите от дизеля, вам никогда, у вас даже мысли потом не будет его использовать. Вам единственное, что нужно будет периодически менять, это воду. Заранее постараюсь ответить на вопрос, который может возникнуть, как часто ее надо менять, а так часто, как у вас будет обрыв в электросети. Чем чаще обрывы, тем чаще менять. Чем чаще ей надо работать, тем быстрее она сядет. Расход небольшой же воды, да? Расход небольшой воды, конечно, расход воды небольшой. И что еще интересно, любимый вопрос, естественно, да, а стоит это сколько все удовольствия, зачем оно и есть ли какая-то экономическая основанность? Можно же поставить литий-ионные батареи, ни о чем не думать, они же вот красивые, мы знаем, видели, читали. В электромобиле видели. Можно. И вы также знаете, сколько будет работать электромобиль на этой батарейке. Вот. Еще если зимой. Вот. У любой технологии есть ограничения. Важно лишь правильно их использовать и не использовать технологии с ограничениями там, где это может быть там, не очень эффективно, и наоборот, соответственно. Я не говорю о том, что водород это панацея, нет. Но просто важно понимать энерговооруженность этого вида топлива в данном случае и постараться правильно, и, возможно, в комбинации с другими способами, да, использовать это так, чтобы в конечном итоге задачка-то была не просто сделать там позарез какую-то водородную историю, а обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей там, в определенном объеме. Это может увязаться водород плюс, как мы говорили, там система, плюс система хранения и так далее. А если еще к этому добавить совершенно изолированно, там, где нет сети, например, другой источник питания, например, ВИА в лице какой-то, ну, как правило, то, что мы считаем, это ветер плюс солнце, потому что эти два, с одной стороны, стохастических источника с точки зрения выработки, да, они в какой-то части дополняют друг друга. Вот. Мы получим вообще полностью изолированную систему, которая в случае масштабирования может решать вопросы энергоснабжения и однокиловаттных систем, 3-5 мегаваттных и так далее. Это энергоснабжение ЦОДов, мегаваттных систем и других потребителей и так далее. И как бы последнее, на самом деле, что я хочу сказать, вот отвечая на этот вопрос, может быть долго слишком, но тем не менее, что с точки зрения экономической эффективности, безусловно, если вы будете использовать дизель, сам дизель с точки зрения его капекса будет стоить, скажем так, не очень дорого. Но потом вы разоритесь на опексе, на самом дизеле. Сама дизельная станция немного,
Но много будет Много самого дизеля, плюс, если мы говорим об удаленных территориях, вся система логистики, которая... Конечно, это еще и накладывается логистика и так далее. С точки зрения вот таких систем, которые мы вот сейчас, например, две поставили в полюс, это другая логика. Там больше, естественно, по сравнению со стоимостью дизельной электростанции Капекс, но зато потом минимальный опекс. И на период жизненного цикла, ну, в зависимости от системы, то, что мы считаем, это там 20 лет, это может быть там 15-25, это зависит уже от проекта. История с водородом, она вполне себе эффективная. То есть она дает экономический эффект, Конечно. вполне считаемый. Чем дороже у вас дизель, тем более она эффективна. Чем больше вы используете дизеля, тем больше она эффективна. У вас прозвучало слово «полюс», автоматически возникает в голове Якутия. Это где-то там проект? Да. Но в данном полюс автоматически в главе Якутии, я понимаю, да, но в данном случае проект это тоже север, это север Иркутской области, но это как раз на границе с Якутией. Но и Якутия тоже. То есть и в тех температурных условиях... Да, безусловно. Более того, вся эта система, она еще внутри подогревается. Она еще, чем интересен топливный элемент водородный, тем, что он при выработке электроэнергии дает, с точки зрения энергии, выработка примерно 50% это электроэнергии, 50% тепла. То есть на самом деле это история еще и теплоснабжения объекта. Вы сказали накопители, то есть это не водород в чистом виде, это что-то с какими-то металлами и система хранения. Вот все, что касается охрупчивания металла, необходимости высокого давления, вот этого всего тоже снимается. Когда я говорю про накопитель, я говорю про два варианта, два вида накопителя. Первый накопитель – это относительно небольшая, ну в данном случае литий-ионная батарея, которая служит для чего? Для того, чтобы давать мгновенный энергетический эффект в случае выключения сети. Потому что любая дизельная ли станция это ли будет, либо как двигатель внутреннего сгорания, либо водородный топливный элемент, а это уже химическая реакция, она все равно имеет какое-то время отклика для того, чтобы выйти на протозадную мощность. А батарейка, она может мгновенно ее выдавать. Но в тот момент, когда она ее выдает, полностью, да, постепенно подключается и полностью, да, начинает вырабатываться уже в данном случае водородная история. Это первая история накопления, а вторая история, когда я говорю накопитель, это накопитель уже для водорода. Это в данном случае это металлгидрид, то есть это водород в связанном состоянии, в баллонах, они у нас также находятся внутри вот этой коробочки. Черного ящика. Черного ящика, да, который мы можем открыть и показать, что он не совсем черный, но они находятся внутри, и на самом деле именно они определяют объем возможной выработки электроэнергии. То есть чем больше вот этих водородов закачано, тем, соответственно, на больший срок жизни у вас рассчитан, разовый, я имею в виду, загрузки, рассчитан, соответственно, этот У меня вопрос есть. Там, если позволите, да. Значит, вы же руководитель, вам вопросы задавать. Многих будет интересовать вопрос, связанный с обслуживанием. Вот, потому что если мы рассматриваем дизель, например, да, там нужен будет механик, его нужно будет постоянно там регулировать, клапана регулировать, ну, требуются специалисты на месте. То есть, да, вот в случае с топливными элементами, с вашей системой, то есть насколько там необходимо квалифицированное, специализированное обслуживание? Ну, я погрешу против истины, если скажу, что вообще не нужно, это все такая интуитивный интерфейс, ничего не нужно, это, конечно, не так. Но, во-первых, мы, естественно, даем инструкцию по эксплуатации, во-вторых, там людей все равно учим, и в-третьих, она сделана ровно для того, чтобы ее не трогали максимально. Еще и с дистанционными датчиками и так далее. То есть, ну, в крайнем случае мы всегда там показываем, что нужно сделать и как правильно, там, например, там, заменить воду там, или еще. А ящик скажет, что ему воды хочется? Скажет. Что он подвысох, поэтому будьте добры. Скажет. При желании это можно. При желании, на самом деле, вот эти все системы могут быть настолько полностью автономными и автоматизированными, что я думаю просто, что как раз следующие проекты мы будем делать вот с точки зрения того, даже чтобы вообще максимально уйти, вот запечатать его, как вот аккумулятор вы раньше вы обслуживали, да, в машине, а сейчас вы уже забываете про это, да, и все. Борис Ильич, я думаю, в наше время с искусственным интеллектом можно с этими ящиками пообщаться будет. Давайте сначала не про ящики, давайте сначала про тех, кто знает, что такое автоматическая система управления. Правильно? Правильно. Владимир, рассказывайте о вашем проекте. Да, спасибо. Проект наш, он все-таки имеет в большей степени даже отношение к энергетике, чем к программному обеспечению в конечном итоге. Тем не менее. Да, тем не менее. Да, сейчас цифра и энергетика, и электроника уже сошлись в одном мире.
И мы как раз эти меры сводим, можно так сказать, потому что, в принципе, я даже сам по образованию радиофизик, и, казалось бы, где здесь энергетика, да, но тем не менее, вот электроника сегодняшний день, она присутствует в энергетике. Мы шли к этому долго, потому что мы построили несколько объектов распределенной генерации с возобновляемой энергетики. Мы изучили, и я лично, и моя команда, ветровую генерацию в Арктике. Первый работающий за полярным кругом ветровая станция ветродизельная. Нет, до этого мы реализовали это Амдрома проект. Да, это мы делали еще пограничное сотрудничество с Европейским Союзом. Там были инициаторы свои, мы пришли туда как технологический узел, да, как команда из политеха, и пытались реализовать эти проекты. Там вся школа появилась, и там мы поняли, что мы можем быть энергетиками, зная электронику, и пощупали генераторные установки, поняли режимы, поняли, как можно управлять, поняли, как можно повысить эффективность и устойчивость. И вот здесь началась та самая история. А как же можно ту самую энергетику, как вот мы сейчас начали обсуждать, сделать более эффективной в ОПЕКСе? То есть, чтобы она... В капитальных затратах, если тоже. Ну, я больше скажу как раз в операционном, да, потому что реально капекс действительно он больше, потому что вы ставите больше систем, чем просто дизеля, или там газопоршень, или турбин. Но потом это окупается. Опять же, дорогое дизельное топливо, опять же, те же самые изолированные территории, или там сложные режимы. И получив опыт там, мы поняли, что концентрироваться надо на одной из технологий. Это преобразование энергии, тока, и накопление, и управление. То есть, по сути, преобразование, регулирование накопления и управление. Да? То есть мы совместили эти системы в нашем продукте, и даже его называем программно-аппаратный комплекс, но силовой. Ну, чтобы не использовать, там, например, избитое слово «система накопления энергии». Она уже немножко оскомину набила. Мы пытаемся говорить иногда даже на языке энергетики, что это не система накопления энергии с программным обеспечением, а это регулятор, потому что регулировать надо режим. Ну, та самая силовая электроника, самая сложная часть электроники, с которой у нас действительно плохо. Достаточно давно, но надо исправлять. Могу сказать, что я был приятно удивлен, что очень много разработчиков из России работает и в западных компаниях, и оказывается, школа у нас силовой электроники неплохая. И у нас есть свои разработки, у нас есть вот эти решения, которые мы делали в полный, под ключ. То есть мы от элемента разрабатывали и ставили, например, в энергонезависимом отеле. И эта история была испытана, мы поняли, что чтобы укладываться в современной действительности... То есть объект — это отель, который стоит вот вне сети? Да, есть такой объект, и это, там есть меценаты, есть люди, интересующиеся, кто это развивает, исключительно частные инвесторы, пробуют эти технологии. Но чтобы уложиться в ту самую экономическую модель, наш основной вызов-то не в том, что мы какую-то особую технологию изобрели. Мы, по сути, берем относительно приземленные уже технологии. Это литий-ион, это может быть суперконденсаторы, как хранение энергии, это электрохимический накопитель, это система преобразования, это инвертор двунаправленный или любой другой, это система управления. Но важно ее сделать такой, чтобы она, во-первых, работала эффективно в сложных условиях, малообслуживаемых регионах, и сделать, что самое сложное, это окупаемым и недорогим. Сделать это cost-effective. Такое хорошее решение, которое может действительно сразу зайти. Почему мы это смогли сделать? Потому что, вот опять же, с 2012 года, а реально в 2015 мы сделали первую станцию. Лично я и наши коллеги ездили, строили. Потом построили первую солнечно-дизельную станцию эффективную. И поняли, где там стоит ждать подвоха в этих станциях. А при этом параллельным бизнесом развивалась тема тех самых, о которых сейчас только что говорили, резервных источников, классических, как бесперебойники и другая техника аккумуляторная. И она показала, что из чего проще, из каких кирпичиков лучше это собрать. И у нас есть в группе компаний свое производство тоже. Мы прошли эту школу, как можно эффективно производить и пытаться конкурировать с тем же Китаем. И мы знаем тот коэффициент производимых продуктов, количество, которое надо производить, и сколько раз их надо произвести, и сколько времени стоит выйти на продукт. Даже с реверс-инжинирингом, когда мы копируем китайцев. 3 года, 4 года. То есть, а тут нас просят зайти в новую задачу, попробовать в энергетику, сделать эффективно и устойчивой в изолированных регионах. И мы это делаем таким полуфабрикатным вариантом. Что-то берем в Китае,
какую-то прошивку делаем свою. Но самая главная интеллектуальная часть, она формируется здесь, российская, чтобы нам не надо было каждый раз звать завод-производителя, а мы можем все сами перестроить, потому что действительно система управления, она российская. И вот как раз та команда, с которой мы начинали первую ветродизельную станцию строить, мы разделились в свое время, мы пошли в силовую часть, а команда, так называемая, там у нас есть компания VTR Engineering, да, которая в свое время ветряками нам помогала заниматься, они начали, хотя первую систему управления моя команда делала, потом мы разделились, они стали делать свое программное обеспечение. И вот они сконцентрированы на программном обеспечении в этой области, мы сконцентрированы на том, чтобы это программное обеспечение инсталлировать в систему управления и соединить эти кирпичики в очень эффективное экономическое решение, и оно приносило возврат инвестиций инвестору. И как раз вот участвующие с нами в конкурсе и другие инвесторы, в частности, вот по изолированным территориям, они подтверждают, что деньги возвращаются. Ну, на самом деле, это самое главное. Может быть, это еще один плюс премии. Не просто так вы придумали номинацию лучшему инвестору. Вот лучший инвестор пришел, посмотрел, что еще предлагают, и задумался. Да, ну вот хорошая мысль прозвучала, мне понравилась. То есть, да, сегодня в нашем обсуждении, что два направления есть. То есть, одно направление это прямо супер новации, что-то уникальное, новое в области энергетики, да. А второе направление это то, что уже есть, доводить до совершенства. То есть это тоже хороший путь, интересно достаточно. И у нас на самом деле много современных технологий, вот, которые сейчас используются, то есть, да, и даже не современных, старых технологий, которым можно повысить эффективность. Ну, при помощи программ обеспечения, при помощи новых материалов, новых подходов. Ну, в принципе, новой комплектации. Новая комплектация. Ну, та же самая малая энергетика. Мы посмотрим, что у нас себестоимость производства этой энергии не так уж далеко от большой энергетики. То есть там не такая уж и большая разница. Опять же, благодаря современным технологиям системы управления. Ну и на самом деле нужен кругозор, чтобы эти технологии видеть, как их можно применять в энергетике в разных условиях. Вот вы говорили о наших северных территориях, но я сильно подозреваю, что у нас на юге, на нашем новом юге, тоже такие вопросы будут возникать. С какой скоростью там будет удаваться восстанавливать сети во всем их многообразии, тоже большой вопрос. Тем более, что юг у нас расширяется. Дмитрий Анатольевич говорил, что еще, может быть, расширяться будет. Так что действительно взять китайское решение, но научить его работать в Арктике, ну это... Вот вряд ли вы уговорите китайца приезжать там что-нибудь подправить. Взять китайское решение, довести до совершенства и продать китайцам потом. Но мы на самом деле конкурировали напрямую с Китаем даже в таких проектах. То есть китайское решение, продаваемое под ключ Китаем, конкурировало с нашим полуфабрикатом, взятым из Китая и докрученным здесь, потому что иначе просто... Лучший показатель того, что у вас действительно хорошее решение, это проконкурировать с Китаем. Да? Но хочется отметить, что мы пытаемся, и у нас есть заложенная возможность, потенциал повышения уровня локализации. Но просто как только настанет время, когда эти проекты точечные 3, 4, 5 в год, смысла такого нет. И еще раз повторюсь, у нас есть свое производство. И мы знаем, с какого примерно уровня можно выходить на локализацию с большим уровнем замещения. Ну, если есть заказы, можно думать о конвейерном каком-то производстве, когда уже есть типовые решения и понимаешь, что нужно производить. А когда каждый заказ индивидуальный, и надо аккуратно взять ножнички и вырезать по новым лекалам, то это сложнее. К слову о той технологии, которой мы занимаемся, ее преимуществах, ну, то есть возможность применимости для малой энергетики, просто... Исходя из того, что я слышу, и мы не так много лет назад проникли в мир малой энергетики, в генераторы, мы слышим запросы, да, с рынка, что сейчас ввиду санкций приходится догонять наши промышленности и делать генераторные установки, те, которые мы раньше не делали, особенно малые. Это вот малый газопоршень, ну то есть не малый, газопоршень это большой 1,5 мегаватта, или малые турбины, о которых на самом деле раньше не думали, потому что их замещали импортом. И на сегодняшний день есть ряд известных производителей, не буду их называть, которые ушли с рынка. И казалось бы, а как догнать точную механику, под которой 100 тысяч миллионов там, человек-часов Европа и другие высокотехнологичные страны потратили, чтобы реализовать эти эффективные турбины. У нас возникла такая мысль, что если невозможно догнать точную механику, даже Китай, имея КД, выложенное западными производителями у них, чтобы локализоваться, еще до сих пор не догнал, то может быть есть смысл делать гибридные системы, когда есть хороший, достаточно достойный, надежный генератор, турбина или газопоршень,
например, нет 1,5 мегаватта генератора, есть 700 киловатт на нашем рынке, но мы можем строить системы на базе маленьких установок. Все понимают, что если чем больше установок, тем менее надежная система. Получается, что она раскачивается из маленьких генераторов. Но вот как раз вот наше решение помогает стабилизировать работу таких энергосистем. И даже если эффективность генератора не такая высокая, то ее можно повысить. То есть это догнать легче, чем строить точную механику и восполнять промышленный процесс, который очень сложный. Максим Александрович, спасибо, что заглянули, спасибо, что удалось хотя бы немножечко приоткрыть завесу над тем, что такое малая распределенная энергетика на день сегодняшний, для чего придумана премия, что она дает всем участникам. Они, конечно, обязаны между собой конкурировать, но у нас ситуация такая, что, мне кажется, это больше похоже не на конкуренцию, а на поиск вариантов взаимного сотрудничества, взаимовыгодного, дополнять друг друга. Солнечные панели, оказывается, можно дополнить и силовой энергетикой, и даже водородными элементами. И это не так страшно. И больше того, вот лично для меня удивление, что водородная энергетика действительно может приносить пользу, когда она уходит от каких-то циклопических проектов с миллионами тонн, которые неизвестно как хранить, как возить. Выясняется, что если ногами на земле, то это работает. Большое спасибо, удивили, очень приятно. Да. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Пожалуйста.